Всем привет! Сегодня будем учиться делать секвенсоры в Polygrid, как для драм-машин, так и для инструментов любых, как монофонические, так и полифонические. Результат примерно будет выглядеть вот так. Сейчас я беру уже сделанные давным-давно секвенсоры свои, и мы все сделаем с нуля, оставив только инструменты. Значит, берем, добавляем инструмент Polygrid. И, в принципе, ничего из стандартного пресета нам не понадобится. По большей части нам понадобится модулятор out. Нам нужно зайти в цепочку FX и создать в нем девайс NodeFX Layer. В этом девайсе создаем слой, добавляем сначала девайс DC Offset и затем девайс Replacer. Вот у нас заготовочка для начала. Но сначала изучим, что такое вообще секвенсор и как он работает. В разделе Data в Polygrid расположены, в принципе, основные элементы, связанные именно с секвенсором. То есть это последовательности гейтов и питчей, в первую очередь. Это то же самое, что CV gate. В данном случае CV это будет pitch, gate это gate. Вот. И использовать их нужно точно так же, как и в мире модулярных железок. Сейчас, соответственно, сделаем первый слой, совершенно простецкий. Подвяжем сначала гейты к выходу первому и питч к второму выходу. Однако мы видим, что у нас транспорт остановлен. Вот, то есть ничего не играет, а тем не менее мы видим, что последовательность сама по себе играет. Для этого нам нужно нажать в любое пустое место в гриде, фон, и убрать галочку Free Run When Stopped. Таким образом будет двигаться шкала только тогда, когда включен Play. И, соответственно, будет перематываться всегда в начало. Если мы начинаем с самого начала воспроизведения. Здесь стоит обратить внимание на значок фазы, который означает, что будет за основу браться фаза самого девайса, от device phase, длиной 1 бар по умолчанию установлена. Соответственно, будет 1 бар длительность каждого секвенсора по умолчанию. Допустим, сейчас нас это устроит, но есть еще такой момент. У нас будут создаваться ноты из информации, когда нота зажата и какая именно нота зажата в этот момент. Здесь, соответственно, надо добавить модуль Sample and Hold. Это не обязательно, но это, в принципе, желательно делать, чтобы у нас не съезжала нота в момент гейт. То есть, когда гейт будет поступать, то есть клавиша зажата, представьте себе клавиатуру обыкновенную. Если на клавиатуре зажали клавишу, то у нас играет конкретная нота, которую мы зажали. Мы хотим, соответственно, чтобы у нас все это работало именно таким образом. Поэтому у нас будет здесь стоять Sample and Hold. То есть в момент зажатой ноты будет, соответственно, сэмплироваться
текущее значение ноты. И здесь, в принципе, поскольку Sample and Hold поддерживает удержание входящих данных, можно укоротить длину этого гейта до минимального значения. Также стоит иметь в виду, чтобы не было зависшей ноты, когда мы останавливаем транспорт, нам нужно сделать условия: модуль состояния транспорта и модуль логический AND, чтобы у нас только когда включен транспорт, пропускались гейты. Вот таким образом. Про pitch нас не особо интересует, потому что пока не будет запущен транспорт, то все равно никаких питчей, ничего не будет происходить. Следующий этап. Здесь можем назвать первый модулятор Gate 1. Покрасим его в желтый, чтобы было понятнее. Этот, соответственно, в оранжевый Pitch 1. Назначаем Gate 1 на DC Offset. Желательно до единицы, но можно и чуть меньше. Это не принципиально. Главное, чтобы он достигал здесь шкалы пороговый предел. Второй модулятор Pitch 1 назначаем на KC3. Здесь нужно назначить 120 диапазон. Также мы можем добавить еще один небольшой секвенсор, у которого есть свой модулятор Out. Velocity убрать до минимального значения, хоть 0, хоть может быть 8%, это как вам удобнее. Вот этот мод Out встроенный назначаем на Velocity до единицы. Теперь у нас есть и информация о гейтах, и питчах, и о Velocity. Все это будет генерироваться в устройстве Replacer. Сейчас продемонстрирую, как это работает. Пока что у нас не будет проходить нод, потому что грид таким образом устроен, что все, что происходит в гриде, остается в гриде. Чтобы изъять из грида ноты, нужно поставить в принципе любое устройство, но я предпочитаю Channel Filter использовать на выходе, который будет пропускать через себя перед концом цепочки все ноты уже за пределами грида. После него ставим устройство Note Receiver, в нем уже указываем вот этот самый Channel Filter. Теперь можем слышать уже выход непосредственно. Здесь, если мы хотим получить аккорды какие-либо из этого всего, мы можем поступить двумя вариантами. Либо после реплейсера в нашем слое добавить Multi-Note Device. По умолчанию довольно жирный аккорд. Мы можем, в принципе, как на постоянной основе зажать какие-то ноты для аккорда, так и добавить еще дополнительных секвенсоров. Например, вот таким образом. И, соответственно, добавить еще модулятор аутов. Первый назначим, соответственно, включение первой дополнительной ноты, и этот на вторую дополнительную ноту.
теперь, если мы включим соответственно, можем услышать, как добавляются аккорды только на конкретные гейты. При этом, если я поставлю гейт аккорда мимо фактически зажатых нот, то он не сработает. Тут смысл, думаю, понятен. Второй вариант: мы можем добавить еще один слой вот такой вот связки DC Offset и Replacer. Здесь у нас привязки будут повторяться, и все, что нам надо сделать, это, соответственно, сделать, допустим, копию вот такой вот этих вот модулей. Вот таким образом. И можно сделать следующую вещь: зажать Alt на PC, по крайней мере, перетянуть привязку с DC Offset на вот этот гейт новый. То же самое с Pitch. Можем пока что Velocity оставить как есть. Не особо важно. Следующее, что надо сделать, это немножко разнообразить данную секвенцию, чтобы она не совпадала полностью с тем, что у нас уже есть. И, возможно, мы хотим, чтобы она двигалась вообще с другой скоростью. Здесь в разделе LFO есть транспорт модуль. В нем также Free Run отключаем. И можем вот таким образом замедлить скорость этих секвенсоров относительно стандартной фазы, которая у нас установлена 1 бар. Теперь, что еще можно сделать, это вместо, допустим, multi-node установить здесь модуль Channel Map. И поскольку у нас по умолчанию Replacer генерирует MIDI первого канала, мы переназначаем его на второй. Сейчас объясню зачем. Также еще один момент по поводу модуля Replacer. Здесь есть значение Hold. Это, по сути, удержание ноты до заданной величины длины. Лучше эту величину поставить на 1 миллисекунду, на минимальное значение, поскольку мы будем регулировать длину ноты произвольно в самом grid, так как нам понадобится. По поводу того, как это работает, сам Replacer, я думаю, видно. Как только шкала преодолевается, создается нота. Когда опускается ниже предела, нота отпускается. Здесь вы, наверное, сейчас слышите, появились дополнительные ноты от дополнительного инструмента, поскольку здесь я поставил channel filter перед первым инструментом, первым слоем, чтобы он пропускал только канал номер 1, и второй слой пропускает только канал 2. Таким образом, у нас один секвенсор играет двумя инструментами в одной дорожке.
При желании можно за счет Node Receiver распределить секвенцию на несколько дорожек, в которых будет каждый свой инструмент, свои цепочки эффектов и так далее. И точно так же channel фильтром указать, какой канал будет приниматься. Потому что по умолчанию будут проходить все каналы, которые выходят отсюда. Потому что здесь у нас в этом channel фильтре внутри грида включены все каналы. Второй момент. Поскольку нам, в принципе, интересно было бы все это загнать в какую-то удобоваримую тональность, а не рандомные какие-то вещи, перед channel фильтром я бы порекомендовал либо поставить Diatonic Transposer, который легко адаптирует все входящие ноты под определенную тональность. Если же этих тональностей недостаточно, я выложу свой пресет, который называется Scaler, ну, точнее Scale Selector. В этом пресете самым первым идет хроматик, то есть без изменений, как есть все ноты в той последовательности, с которой они подразумеваются, без изменений. Все остальное это многочисленные 63, по сути, не считая хроматик, получается 64 в сумме. Многочисленные тональности, которые я мог найти. И регулировка root ноты, так называемые, то есть корневой ноты. Вот этот вот параметр reference у нас просто показывает степень отклонения от C. То есть если мы ручку K поднимем, мы видим, появилось 3 точки, соответственно, это D-sharp в данном случае. Выбирать тональность мы можем как через вот эту панель, так и через вот этот дропдаун меню. Соответственно, можно скрыть выбор слоев. Для того, чтобы делать какие-то более сложные вещи, например, мы хотим, чтобы у нас нотная информация, pitch, немножко менялась по кругу. Берем, вот, создаем транспорт, сделаем здесь, допустим, 12/16, подключаем фазу, отключаем прекорд, так называемый, и вот что у нас получается. Добавить разнообразие можно, увеличив количество ступеней и нарисовав еще больше нот. Также поступить, например, здесь. Для дополнительного разнообразия мы можем также сделать
определенную логику переключения с одной секвенции на другую. То есть, к примеру, сдвигаем все это вниз, добавляем еще гейтс, добавим тут побольше триггеров, добавляем модуль Merge для объединения. И теперь, например, добавляем вот такой вот модуль Probabilities. Его я бы запустил на более медленной скорости. То есть, например, вот на такой. И сделал бы поменьше ступеней. Или чуть-чуть быстрее. Подвяжем это сюда. И теперь выход из вот этого объединения подвязываем сюда. А также Sample and Hold должен у нас забирать отсюда же выход. Ну вот, как видим, у нас уже с определенной вероятностью перескакивает то на одну, то на другую ветку. Еще лучше сразу после этого модуля поставить модуль Latch, чтобы позиция сохранялась после того, как срабатывает эффект вероятности. Думаю, здесь понятно. Теперь, что касается создания примерно той же логики для драм-машины. Берем тоже полигрид, собственно говоря. Можем даже... Ну, в принципе, да, у нас будет структура немножко другая, но никуда не денется NoteFX Layer с теми же самыми DC Offset. Это, к слову, один из таких хаков применения этого девайса. По идее, он служит для того, чтобы устранять какое-то постоянное смещение в сигнале, которое, в общем-то, нежелательно для звука. Именно поэтому важно, чтобы звук, генерируемый этим устройством, как-то блокировался. В принципе, когда он находится в цепочке NoteFX, именно Layer, никакой звук из такого устройства не будет выходить. Соответственно, у нас не будут повреждены динамики ни в коем случае. Это будет чисто техническая информация, по сути, поступать для внутреннего устройства. Так, добавляем сюда реплейсер. Вот у нас первая заготовка уже есть на месте. И, конечно, channel filter. А здесь нам понадобится драм-машина с каким-нибудь пресетом. В принципе, сейчас что угодно можно выбрать. Note Receiver, как мы уже сделали до этого. Точно так же нам нужен Channel Filter. И теперь, собственно, сам грид. Добавляем модулятор Out. Добавляем наши секвенсоры
И, конечно же, условия, чтобы все это работало, только когда запущен транспорт. Включаем Free Run. Так вот примерно накидываем. На DC Offset зовем этот выход Kick, чтобы было понятно. Теперь нам, конечно, нужен второй модулятор для назначения key или клавиши, но нам не нужно использовать для драм-машины модуль Pitches. Нам достаточно зайти в раздел Pitch, выбрать конкретный Pitch C3, к примеру. Как правило, в драм-машинах именно с этой клавиши начинаются, либо C1. Сейчас проверим, как будет на практике. Также назначаем на 120 максимально. Окей. Вот C1. Как видим, C3 лупит слишком высоко. Опускаем до C1. Пожалуйста. Первая линия. Все это копируем. Дублируем слой. Перекидываем. Можно сначала обозвать Snare. Перекидываем этот модулятор, соответственно, на DC Offset, или наоборот от DC Offset на Snare. Тут уж должно быть не принципиально в какой последовательности. И Pitch на 1 выше у нас Snare находится. C# 1. Соответственно. Это то, что называется Step Sequencer, то есть, грубо говоря, мы делаем паттерны, которые повторяются по кругу, но, как я показывал ранее, можно с помощью модулей Merge, так называемых, объединять несколько таких секвенций, как создавать из них паттерны и переключаться между ними. Вот. То есть, например, вот у нас есть такой паттерн Snare. Мы скопируем и сделаем его, допустим, чуть-чуть иной. Еще один. Также поменяем. И третий, может быть, даже создадим. Теперь создаем модуль Merge. Все вот эти выходы. Да, здесь в модуле Merge надо указать, соответственно, что нам нужно 4 входа. Все эти входы сюда подключаем. И здесь, в принципе, много вариантов дальше, как этим управлять. Мы можем здесь включить режим Nearest, чтобы у нас не плавно гейты из одних в другие переходили. Это так работать не будет. Чтобы просто резко с одной полосы на другую переключалось, так как нам нужно. Соответственно, берем модуль Value, подключаем его просто к разъему выбора и посмотрим, что у нас сейчас получится. Ах, да, мы забыли подключить таким образом. Не из первого секвенсора, который у нас был, а вот из нового объединения.
теперь, как видите, когда value регулируется, то мы переключаем Ну и тут можно понять, что эту ручку можно просто-напросто автоматизировать в аранжировке, если вам интересно именно конкретно делать переходы с одного паттерна в другой. Можно даже эти автоматизации зашить в клипы, в Mix View. То есть, допустим, мы создаем, не добавляем, а создаем пустой клип. Здесь добавляем автоматизацию. Возвращаемся к клипу. Выбираем автоматизацию. Вот у нас value. Просто задаем значение 0. Копируем клип. Здесь у нас будет значение где-то вот на второй должно попасть примерно 30%. Еще один. Здесь будет автоматизация вот на третью позицию. И так далее на четвертую. Таким образом вот так вот, переключая клипы, мы переключаем паттерны. Полезно знать. Ну, дальше всю эту тему можно развивать, так сказать, насколько фантазии хватит. На этом все.